Предрождественское время в Германии. Адвент. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на следующий выпуск подкаста Russian in Context с Инной и Ириной. Сегодня вас приветствует Ирина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Если вы хотите улучшить свои знания, свой словарный запас простым, естественным и эффективным путем в контексте, то заходите на нашу веб-страницу www.russianincontext.com. Russian in Context Podcasts sind für Hörer mit mittleren Kenntnissen der russischen Sprache konzipiert. Wenn Sie Ihr Wissen, Ihren Wortschatz auf einfache, natürliche und effektive Weise im Kontext verbessern möchten, dann besuchen Sie unsere Webseite www.russianincontext.com. I podcast Russian in Context sono progettati per gli ascoltatori con una conoscenza intermedia della lingua russa. Se vuoi migliorare le tue conoscenze, il tuo vocabolario in modo semplice, naturale ed efficace nel contesto, visita la nostra pagina web www.russianincontext.com. Итак, начнем. Середина ноября. Приближается особое время до наступления Рождества. В супермаркетах полки уже переполнены разнообразными, то есть разными, рождественскими товарами. Среди них шоколадные сладости, рождественская выпечка, календари, украшения для елки и всевозможные подарки. В начале декабря наступает сказочное время перед Рождеством. Это время за 4 недели до Рождества называют Адвент. Слово «адвент» пришло из латинского «adventus» и в переводе означает «прибытие», то есть христиане ожидают рождения Иисуса Христа. Раньше, в течение 4 недель до Рождества, люди соблюдали пост, а именно не ели мясо и в тишине готовились к празднику Рождества. Со временем смысл Адвента изменился. Теперь это светлое праздничное время, когда немцы готовятся к празднику, пекут традиционное печенье, украшают свои дома, ну и, конечно, готовят рождественские подарки для своих близких, а именно для своей семьи и родственников. Что же происходит во время Адвента на улицах городов Германии? В городах устанавливают, то есть ставят, огромные елки. Их украшают гирляндами и шарами. В конце ноября, за неделю до первого Адвента, начинают открываться рождественские рынки или ярмарки. Их устраивают на площадях каждого города Германии. На них можно приобрести, я имею в виду купить, множество замечательных вещей. Большой популярностью пользуются вещи, сделанные своими руками. Среди них елочные игрушки, восковые свечи, медовая косметика, керамика, украшения, вышивка, вязание, поделки и многое другое. На рождественских рынках можно также полакомиться глинтвейном или пуншем, горячими сосисками, пряниками и жареным миндалем. Полакомиться означает съесть, попробовать что-либо с большим удовольствием. А теперь давайте заглянем в дом обычной немецкой семьи и посмотрим, что же происходит здесь во время Адвента. На столе на самом видном месте лежит венок Адвента. Типичный венок Адвента в Германии – это 4 красные свечи на еловых ветках.
Свечи зажигаются по одной каждое воскресенье. В первое воскресенье Адвента зажигается одна свеча, во второе – две свечи, затем 3 и 4. Таким образом, каждый знает, сколько недель остается до Рождества. За окном быстро темнеет, но на немецких улицах становится намного светлее. На подоконниках немцы выставляют деревянные подсвечники. Они чаще всего украшены орнаментом на рождественский мотив. Следующим атрибутом Адвента является календарь. Его вы найдете в каждом доме. Он имеет различную форму, и в нем столько же закрытых окошек, сколько дней до Рождества, а именно 24. Каждый день ребенок или взрослый открывает одно из окошек этого календаря и находит внутри небольшой подарок. Это может быть сладость, игрушка или какой-нибудь другой сюрприз. Этот календарь Адвента является отличным помощником для детей. Каждый ребенок знает, что когда опустеют все окошки календаря, наступит Рождество. Опустеть означает стать пустым. В магазинах имеется очень большой выбор календарей Адвента, но его можно сделать своими руками и положить в каждое окошко всевозможные мелочи и сладости, например, шоколадные конфеты. Всевозможные означает разные, а мелочи – это небольшие предметы или мелкие вещи. Когда и как появился календарь Адвента? Это очень интересная история. Идея пришла в голову немке фрау Ланг. У нее был сын по имени Герхард. Он очень любил Рождество и ждал его с большим нетерпением. Ждать с большим нетерпением означает ждать и радоваться чему-либо, считая минуты и часы. Нетерпение – это отсутствие терпения. Каждый раз маленький мальчик спрашивал у мамы, как скоро наступит Рождество. Чтобы помочь сыну, она придумала игру, с помощью которой он смог сам считать дни до этого праздника. Фрау Ланг сделала из плотной бумаги календарь с цифрами. К каждой цифре на бумаге был прикреплен сладкий кекс. Герхард съедал в день по одному кексу и мог сам посчитать, через какое время наступит Рождество. Герхард вырос, но он не забыл традицию, которую придумала его мама. Когда он работал в одной типографии города Мюнхена, Герхард решил выпустить серию календарей Адвента. В 1908 году появился самый первый календарь. Он состоял из 24 цветных карточек, которые были прикреплены к картонной доске. Вот так и появился первый календарь Адвента. Почти в каждой немецкой семье существует традиция печь сладости во время Адвента. Большой популярностью пользуется рождественское печенье. Его называют пlätzchen. Оно бывает разнообразной формы с корицей, ванилью или миндалем. Название пlätzchen произошло от слова Platz, что означает площадь, место, а в местных немецких диалектах так называли маленький плоский пирог. Также невозможно себе представить праздничный стол в период Адвента и Рождества без штолена. У каждой немецкой семьи есть свой собственный рецепт приготовления штолена. Штолен – это рождественский кекс с изюмом, цукатами, орехами и лимонной цедрой. Его пекут за 2-3 недели до употребления, я имею в виду
до тех пор, пока его не начнут есть. Украшать рождественскую елку является также традицией Адвента, но об этом мы поговорим в нашем подкасте о празднике Рождества в Германии. На этом я хочу завершить свой рассказ. Мы встретимся с вами еще во время Адвента. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка с Russian in Context с Инной и Ириной. До скорой встречи!